Всем привет! Сегодня я хочу рассмотреть тему, которая волнует, пожалуй, каждого, кто хочет поехать в Нидерланды. Это тема стоимости жизни в этой стране. Я живу в Нидерландах уже третий год. Поначалу я жила в квартире в Схедаме. Это городок неподалеку от Роттердама, уже почти как район Роттердама. Обзор этой квартиры я как-то делала, и вы можете найти его на канале. Позже я переехала в Делфт, это в том же регионе, недалеко от предыдущего места жительства, поэтому цены, в принципе, похожи. Но вообще считается, что регионы Южная Голландия и Северная Голландия – это самые раскрученные районы, самые дорогие. Сюда приезжают больше всего туристов, здесь крутятся самые большие бизнесы, самые большие деньги. И можно сказать, что именно по этим регионам знают о Нидерландах. И это такая визитная карточка Нидерландов, можно сказать. Соответственно, жить тут значительно дороже, чем, например, восточнее, в сторону немецкой границы. Поэтому все цены, о которых я сегодня буду говорить, они в основном об этом более дорогом регионе. Давайте теперь пройдемся по цифрам. Когда я приехала и жила в Схедаме, я платила за квартиру 950 евро в месяц. Поначалу это было 2017-2018 год. Позже они подняли цену. Это может произойти в любой квартире, они имеют право поднимать цену. Стоимость стала 975 евро. Квартира была полностью меблированная, 60 метров квадратных. В эту стоимость, которую я назвала, уже входит отопление и газ, это 75 евро. В целом квартира была довольно приличная, рядом был транспорт, трамвайчики, не было железнодорожной станции поблизости, поэтому приходилось долго добираться, и поэтому цена была, в принципе, довольно хорошая. Это считается хорошая цена. Плюс к этому я платила коммуналку 17 евро в месяц за воду, провайдер Evides, я, насколько знаю, других там особых и нет. Также 55 евро я платила за электричество, Hausmerk Energie назывался провайдер. Эти цифры были подстроены под меня, под мое потребление. На самом деле они могут отличаться, если больше людей живет, например. Также я платила 27 евро в месяц за интернет. Провайдер у меня был T-Mobile. Для каждого, кто живет в Нидерландах, страховка медицинская обязательна, поэтому каждый должен выбрать себе сразу же какую-нибудь страховку. Я, когда приехала, выбрала самую дешевую, платила поначалу 83 евро в месяц, потом позже цена чуть-чуть поднялась и стала 85. Страховая у меня Андерзорг, кому интересно. Там все покрыто в моей страховке базовая самая. Если что-то более серьезное, то первые 700 евро плачу я, а после уже страховая покрывает. В общем, как вы поняли, никаких особых плюшек там нет, но мне, слава богу, пока не пригодилось. За мобильную связь, мобильный интернет я по местным меркам плачу дорого, 35 евро. Там есть разные пакеты, это провайдер T-Mobile у меня. Там есть пакеты, начиная от 25 евро и выше, и у меня такой дорогой пакет, потому что у меня безлимитный интернет и также очень много гигабайт интернета по всей Европе, поэтому так дорого. На еду в месяц в среднем уходило 400-500 евро, это всего вместе с обедом. Это было на меня одну, и при этом я себя ни в чем особо не пыталась ограничивать. Ежедневно на обед я ходила в кафе с коллегами, и в среднем в день на обед уходило где-то около 10 евро. В среднем значит, что можно поесть и на 5 евро какой-нибудь супчик в суринамской кухне, либо в некоторых более дорогих заведениях можно наесть аж 15 евро на человека. Сейчас я переехала в Делфт, у нас живет двое в квартире 90 метров квадратных. Это очень населенный студенческий райончик, поблизости недалеко Делфтский технический университет. Также недалеко от дома железнодорожная станция, и поездом до центра Роттердама ехать всего 20 минут, поэтому я считаю, что это очень козырный райончик, и до центра Делфта, в принципе, тоже недалеко. Квартира была пустая, в ней была только кухня, и весь ремонт, пол, вся мебель, бытовая техника, это все куплено и сделано нами, поэтому цена была дешевле для такого хорошего района, и цена была 1100 евро в месяц. Опять же, платим 15 евро за воду в месяц, 60 евро за электричество. И цифры примерно такие же, как были в моей прошлой квартире, но при этом это на двоих. И вообще жить с кем-то вместе намного выгоднее. Еще мы платим около 40 евро в месяц за страховку квартиры и всего, что связано с домом. То есть, если что-то разобьется, поломается, или, не дай бог, ограбление, или что-то похожее, это все полностью покроет страховка. За интернет мы платим около 70 евро в месяц, это довольно дорого. Провайдер Access for All, 200 мегабит и телевидение тоже входит в эту стоимость.
Супермаркет имеется в виду продукты, бытовая химия, какие-то средства личной гигиены. Я всегда предпочитала Альберт Хайн. Это одна из более дорогих сетей супермаркетов, но при этом там всегда хорошего качества продукты, и все, что они производят сами, тоже довольно хорошего качества, за редкими исключениями. Раньше мы ходили чаще в супермаркет, где-то через день, и тратили около 30 евро за поход, купить немножко продуктов на сегодня, на завтра поесть, например, где-то так. Потом с наступлением карантина мы стали ходить в супермаркет намного реже, где-то 1,5 раза в неделю, и тратим мы за поход около 100 евро или больше. Бывает. Но это учитывая, что в последнее время мы работаем удаленно, то есть обедаем мы тоже дома, поэтому сюда уже входят и обеды. Соответственно, когда мы работаем дома, счета на электричество и воду тоже немножечко выросли. Бытовая химия, моющие средства хоть и покупаются реже, но каждый раз они заметно сказываются на размере чека. Какое-то моющее средство или жидкое мыло или бутыль шампуня может стоить примерно 7 евро. Часто бывают бонусы, скидки на такие товары. Иногда можно купить 2 по цене одной. В такие моменты лучше брать побольше. Это практикуется довольно часто, и покупать такие вещи без скидки – это очень расточительно с точки зрения голландцев. Остановлюсь на некоторых продуктах и на том, какие цены на эти продукты в супермаркетах. При этом учтите, что есть еще какие-нибудь базарчики, есть какие-то мелкие магазины, в которых я бываю довольно редко. В основном мы закупаемся в супермаркетах, поэтому это по всем супермаркетам сейчас будут цены. Мясо. Курятина может стоить от 3 до 11 евро за килограмм. Говядина довольно популярна в Нидерландах. Ее можно купить начиная от 10, заканчивая 32 евро за килограмм. Это зависит от части и от качества, и от еще производителя, поэтому такой разброс цен. Свинина между 7 и 13 евро за килограмм. Пангасиус – это довольно распространенная здесь рыба, около 11 евро за килограмм. Овощи. Огурцы, помидоры часто продают поштучно. Килограмм помидор может стоить от 2 до 11 евро за килограмм. Причем там, где 2 евро, это такие более нормальные помидоры, а выше цены чем меньше помидоры становятся, тем выше цены. Это все зависит от сорта. Огурец. Огурцы очень часто продаются поштучно, они вот такого размера. Можно купить огурец, начиная 55 центов за штуку, либо 1 евро за штуку. 1 килограмм в среднем где-то 1 евро 40 центов, где-то так. Картофель, самый дешевый, что я увидела по ценам, это 66 центов за килограмм, такой мешок. Максимально это 1 евро 70. Причем бывает, картофель продают чищенный, и цена от этого почти не отличается. То есть где-то за 1 евро 70 вполне себе можно купить также килограмм чищенного картофеля. Что интересно, брокколи у нас, например, довольно дорого. Здесь брокколи, в принципе, вписывается в общую картинку. Он стоит от 2 евро за килограмм. Поэтому здесь это намного более популярный овощ, чем у нас. Фрукты. Яблоки можно купить по евро 50 за килограмм. Бананы можно купить по евро 20, где-то до 2 евро за килограмм. Клубника летом, что в принципе в сезон, может стоить от 5 до 14 евро за килограмм. Малина в сезон стоит от 13 до 15 евро за килограмм. Если не в сезон покупаете, она тоже будет. Она будет стоить около 20 евро за килограмм. Причем килограммами их почти никогда не продают. Чаще всего их продают коробочками по 300 грамм максимум. Бывает по 500 клубника, потому что она здоровая, там 3 клубнички помещаются в коробочку. Вот по полкилограмма можно, например, иногда купить. Литр молока может стоить от 60 центов до где-то евро 20. 2 литра молока можно купить за евро 60, где-то небольшими бутылями продаются. Яйца 10 штук может стоить от евро 50 до 3,50 где-то, в зависимости от марки. Хлеб белый можно купить и от 80 центов, темный можно купить от 1 евро, и дороже, они где-то до 3 евро могут быть, но самая распространенная цена на темный хлеб это где-то 2,5 евро. Это были цены по всем супермаркетам. Есть, кстати, сайт, которым можно пользоваться для того, чтобы узнать, где лучшая или самая дорогая цена на определенный продукт в супермаркетах по Нидерландам. Самые дешевые из названных цен вы можете найти в таких супермаркетах, как Aldi, Lidl, либо Dirk.
Местный Lidl мне не сильно зашел, там сложно найти все те продукты, которые нужны. Туда нужно ходить за какими-то продуктами специально, но при этом докупать что-то еще где-то, поэтому это не сильно удобно. Дирк мне, в принципе, понравился, я вполне могу порекомендовать этот супермаркет. Бывает, мы заказываем еду на дом, и это обходится примерно в среднем 25-30 евро на двоих, это включая доставку. Мы пользуемся сетью Thuis Bezorgd, это самая известная сеть, в которой можно заказать еду, и туда просто входят разные кафешки, которые могут вот с ними сотрудничать. И сейчас доставка очень стала популярна, все больше кафешек появляются там, поэтому очень удобно. Бывает, мы ходим в турецкий супермаркет и докупаем там продукты, которые нам нравятся. Раньше мы там покупали гречку, мы еще покупаем, например, ягненка или баранина, мясо на один раз поесть на 2 человека, то есть 2 порции. За один поход в турецкий супермаркет мы тратим около 30 евро. Также мы иногда ходим в русский супермаркет, который находится в Роттердаме. И там мы покупаем 2 килограмма пельменей, творог, квас, маринованные огурцы, помидоры, соусы какие-нибудь. И я думаю, что это еще не полный список. И нам один поход в такой супермаркет тоже обходится около 30 евро. И гречку мы теперь тоже там закупаем. Для автовладельцев страховка на машину будет стоить где-то 40 евро в месяц. Цены на бензин, мы платим где-то между евро 66 и евро 68 за литр. Если повезет, к квартире будет прилагаться бесплатное парковочное место. Бывает, нужно доплачивать аж до 25 евро в зависимости от места. Также, если вы едете куда-то в город, то есть большие шансы найти парковки, где первые 2 часа бесплатно, а потом цены будут примерно 3 евро за час. Бывает часто, что есть бесплатные парковки рядом с местами для отдыха, например, рядом с какой-то посадкой типа леска, либо рядом с пляжем, то есть если поискать, то можно найти бесплатно. Одежда. В целом могу сказать, что покупать одежду в офлайн-магазинах дорого и очень редко стоит того. Например, джинсы Levi's здесь редко бывают меньше, чем 100 евро за пару. Разве что по скидкам. Бывает, они могут стоить 70 евро, но это редкость. При этом даже на европейском Амазоне вполне себе есть шанс найти ту же модель за 40-60 евро. Обувь тоже лучше покупать онлайн. Приличная обувь в магазине будет стоить от 100 евро, это минимум, и выше. При этом можно найти в интернете и за 60 евро хорошую обувь. Я покупаю иногда вещи в физических магазинах. Это женская одежда Esprit и Only. Когда у них есть скидки, туда вполне есть смысл зайти. Там бывают вещи, попадаются по 15 евро, по 30, есть и дороже, конечно. Но вот в большинство брендовых магазинов лучше даже не заходить, потому что оно реально стоит неоправданно дорого, и онлайн можно купить дешевле. Разве что можно зайти померить, чтобы знать свой размер, а потом заказать в интернете. Я, бывает, покупаю с немецкого и английского Амазона. Мне довольно нравится, и причем доставка в Нидерланды очень часто бывает бесплатная оттуда. Проезд. Эту тему довольно сложно разложить по полочкам, потому что проезд очень зависит от расстояния. Раньше, когда я добиралась в другой город каждый день и ехала поездом, трамваем, метро, то есть у меня там были пересадки, плюс на выходные куда-нибудь съездить, я как-то посчитала, и это было, чуть-чуть меньше 100 евро в неделю. Но мне повезло в том плане, что компания, в которой я работаю, оплачивает полностью мой проезд по Нидерландам, и это, в принципе, практикуется во многих местах. Но в целом могу сказать, что проезд дорогой. Вы чаще всего потратите где-то от 2 до 4 евро, перемещаясь по городу в одну сторону. Если едете в другой город, то, конечно, потратите больше. Но если у вас есть пересадка, например, вы едете поездом в другой город, потом вы пересаживаетесь на трамвай, едете куда-то дальше, то умная система понимает, что это пересадка, поэтому вы можете за трамвай заплатить, например, не евро 50, а только 50 центов. Например, поездом проехаться пару станций плюс несколько остановок трамваем, это может обойтись 4-6 евро в одну сторону. Еще один важный момент. В этом регионе все платят дополнительный налог. Это для того, чтобы, скажем так, держать это место сухим, потому что все время идет откачка воды из суши в море. На это все, конечно, нужны деньги. Для меня это было не очень приятным сюрпризом. Будьте готовы к этой выплате где-то в районе весны. Если живешь один, платишь 500 евро в год. Если живешь вдвоем с кем-то,
получится 700 евро на двоих, потому что платится это за квартиру, как бы, а не за человека. Будьте готовы к тому, что здесь большие штрафы. Например, если едешь на велике с телефоном в руках, штраф 90 евро. Здесь никаких поблажек. Правда, я знаю, что случаются поблажки, если переходить дорогу на красный свет. Но в целом советую правила не нарушать. Это дорого. Кажется, ничего важного не забыла. Это, конечно, только основные расходы. Есть еще дополнительные расходы. Например, для потребителей контента Netflix будет стоить 11 евро, Spotify будет стоить 10 евро в месяц. Есть еще дополнительные расходы у нас. Например, иногда мы покупаем какую-то дополнительную мебель или что-то для себя, но это уже индивидуально, у всех по-разному. Причем то, что я называла, это был не во всем самый дешевый вариант, это скорее такой средний вариант. В любом случае, надеюсь, что вам эта информация была полезна. Какими бы ни были ваши планы касательно Нидерландов, я желаю вам удачи. И чтобы меня мотивировать, ставьте лайки. Для большего количества полезной информации подписывайтесь. И до скорой встречи. Пока-пока. Квартира была полностью меблированная, 60 квадратных километров. Я всегда предпочитала Альберт Хайен. Да, животных в Нидерландах много. Ну, берите мух. Чаще всего их продают. Уйди.